В этом видеофайле я покажу, как сделать belt loop. Это такая полоска кожи, которая держит кончик ремня после пряжки. Дословный перевод на русский — это ременная петля, но я нигде не нашел точного термина. Я буду называть это просто петля, а вы исправьте меня в комментах под этим видео. Нож отполирован, рисунок переведен на узкую полоску кожи, вырезаем контур. Сейчас я пользуюсь ножом со скошенным лезвием, но на таком несложном рисунке можно использовать и обычное прямое лезвие. Скошенное лезвие нужно там, где рисунок очень плотный и мелкий. Контур прорезан. Теперь начинаем его выдавливать. В предыдущих видео я показывал, как выделять контур штампом Beveler. Сейчас вместо штампа я пользуюсь стилусом, заточенным в форме маленькой ложки. Стилус не уплотняет кожу так сильно, как штамп, но он дает более высокую точность и плавность линий. На небольших рисунках использование стилуса оправдано. На больших от него слишком быстро устанут пальцы, ведь выдавливание стилусом очень сильно их нагружает. Выдавливание стилусом даже такого небольшого элемента, как эта петля, может сделать мозоль на вашем пальце. Если у вас есть опыт работы с глиной, пластилином или полимерной глиной, то работа стилусом с кожей растительного дубления не будет для вас чем-то новым. И наоборот, когда вы освоите работу с кожей, можно начинать лепить из глины. После того, как стилус опустил фон вокруг рисунка, я сглаживаю им линию контура на самом рисунке. Это придает рисунку более опрятный вид. Черный блестящий материал, на котором я работаю, это гранитная плита. Вместо гранита можно использовать мрамор, кварц или любой полированный камень. Камень удобен тем, что он холодный, и на нем кожа дольше остается влажной. Такие плиты очень дешево или даже бесплатно можно взять в мастерских, где делают кухонные столы. Они вырезают и выбрасывают большие прямоугольные куски с закругленными краями. Это те места на столах, куда потом ставят раковину. Теснение получилось хорошо. Такая петля будет намного симпатичнее обычных плоских петель, которые используют на обычных ремнях. Вырезаю ножом свое имя. Обычно мастера ставят печать, но мне так нравится больше. Чтобы определить длину петли, обворачиваю ремень, сложенный вдвое, и отмечаю линию соединения. Важно отметить ее не по осевой линии ремня, а сместить в сторону от центра. Делается это из-за того, что по центру петли на ее внутренней стороне будет пробито отверстие для винта. Обрезаем на пару миллиметров короче размеченной линии. Почему, будет видно позже. Пробиваем отверстие. Сшиваем толстой льняной вощеной ниткой и тупой иголкой. На самом деле нитка может быть любая, ее все равно не будет видно. Главное, чтобы была крепкая. Но тупая иголка — это важно. Она должна проходить через готовые отверстия, а не прокалывать новые. Завязываем и обрезаем концы нитки.